В самом начале проспекта Науки в Харькове стоит 70-тонный бронзовый памятник основателю Харькова казаку Харько. Он восседает на боевом коне, вооружен пикой, прямым мечом и луком со стрелами. Казак готов к бою и как будто поджидает татарских налетчиков, которые вот-вот выскочат из-за Госпрома. Памятник казаку Харько был установлен к празднованию 350-летия города. Это подарок от города Москвы, знаменитого зодчего скульптора Зураба Церетели. Но сначала немного истории. Что мы знаем о мифическом основателе города? Откуда он пришел, где жил, как умер? И вообще, существовал ли он на самом деле? Первые сведения о жизни казаках по имени Харько историки встречают у академика Василия Зуева. В 1781 году он проезжал через Харьков и в своих путешествующих записках от Санкт-Петербурга до Херсона писал, что название город носит от первого поселенца, которого звали Харитон. Он разводил пчел и освоил эти места. Место, где жил Харитон, называли Харьков-хутор. Со временем он стал слободой, позднее крепостью, а потом и городом. Легенда о пришедшем с берегов Днепра казаке есть и в топографическом описании Харьковского наместничества, составленном в 1775 году. При этом версия о казаке Харько приводится с формулировкой «доподлинно известно». Наиболее обширные сведения о мифическом казаке оставил харьковский дворянин Ефим Иванович Топчиев. Он написал мемуары, в которых подробно описывал повседневную жизнь слободских украинцев, помещиков и военных. Топчиев писал, что в 1829 году подружился со 104-летним стариком, жившим в слободе Даниловке, современная Большая Даниловка. Он был, как сказали бы сегодня, коренным харьковчанином. В слободе поселился еще дед его деда. В одной из бесед они разговорились о прошлом Харькова. Дед старика, служивший в украинских казаках, рассказывал ему, что первым поселенцем был казак Харько. Основатель города пришел из Польши и привел с собой несколько семей, упорных и вместе великодушных защитников исповедуемой ими религии, решивших наконец расстаться навсегда со своим отечеством. Харько был вдовцом, и с ним пришли два его сына. Один из них с женой и двумя сыновьями. Постепенно количество поселенцев росло, и селились они в междуречье Харькова и Лопани. В этом защищенном самой природой месте поселяне прятались от хищных татар, которые приходили в набеги с левого берега Северского Донца. От старика Ефим Топчиев узнал и о том, как погиб казак Харько. В один из дней татары разграбили и сожгли поселение украинцев на берегу реки Уды. Враги с награбленным добром ускакали в сторону Северского Донца, а по их следу помчался Харько с верными казаками. В окружностях современного Змеева поселенцы догнали татар, отбили добычу и пленных удянцев. В запале погони Харько пересек Северский Донец, где на казаков обрушилась татарская засада. На обратной переправе через реку Харько утонул. С ним погибли и его сыновья. Старик утверждал, что сами татары первые называли его именем реку, при которой он жил. После гибели Харько татары стали чаще устраивать набеги, и окрестности будущего города стали безлюдными. Когда пришла вторая волна украинских поселенцев, они поселились на реке Лопань. Но новое место жительства назвали Харьковом. Там, где реки сливались, было болото, а со стороны современного Успенского собора рос густой лес. В разговоре со стариком Топчиев сказал, что местом первого поселения считается левый берег Лопани, от современной университетской горки до устья реки. На это 104-летний казак ответил: «Не приходится быть первому поселению при реке Лопани, иначе город Харьков назывался бы Лопанью». Ефим Топчиев соглашался с рассказчиком и считал, что вероятным местом нахождения хутора Харька и первых поселенцев была Белгородская Креница на берегу реки Харьков. Здесь они имели чистую питьевую воду,
места рыбной ловли и крутые горы, на которых можно прятаться от татар. О том, где находилась Криница в 2005 году, в своей монографии «Харкове. Звідки ім'я твоє» написал харьковский историк Ефим Ефимович Саратов. Рядом с домом номер 3 по улице Шевченко стоит автозаправка, а за ней есть закопанный родник, который когда-то давно и назывался Казацкой Белгородской Криницей. Если казак Харько и существовал, то вероятнее всего его хутор стоял именно здесь. В своем историко-статистическом описании Харьковской епархии митрополит Филарет писал, что название реки Харьков сохранялось в Диком поле с XII до начала XVII века. Этот гидроним впервые встречается в книге «Большого чертежу», составленной для царя Ивана Грозного в 1556 году. До историков дошла третья редакция документа, достоверно датируемая 1627 годом. По мнению историков Миллера и Багалея, первые поселенцы переселились в эти места между 1630 и 1654 годами. К тому времени река уже называлась Харьковом, и на ее берегах были остатки древнего харьковского городища. Получается, что если казак Харько и существовал, то река и город названы не от его имени. Имя Харитон в 17 веке было популярным, о чем говорит распространение фамилии Харитоненко. Возможно, некий заднепрянский казак Харько и вправду осел семьей рядом с Белгородской Криницей на берегу реки Харьков. Здесь он содержал пасеку, занимался хозяйством и участвовал в отражении татарских набегов. Жизнь в беспокойном пограничье Дикого поля была ему привлекательней жизнью в придушенной польскими панами и шляхтой Украине. А теперь возвращаемся к памятнику. Торжественное открытие памятника прошло в день города и день освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков. Конная статуя стала подарком города Москва нашему родному Харькову. Как и все творения Зураба Церетели, памятник довольно монументальный. Высота пьедестала, выполненного из красного гранита, составляет 8,5 метров. Высота конной статуи, которая сделана из бронзы, около 4 метров. Вес монумента превышает 70 тонн. Идея создания памятника принадлежит бывшему мэру города Москва. Задумываясь о том, что же подарить Харькову на юбилей, бывший градоначальник российской столицы Юрий Лужков решил этот вопрос пафосно и со вкусом. Так, заказ на изготовление монумента поступил к Зурабу Церетели. На создание памятника работали две столицы. Москва, которая оплачивала работы по его выплавке, и Санкт-Петербург, где непосредственно и велись эти работы на заводе монументальных скульптур. Хотя на памятной табличке, прикрепленной к постаменту, указано, что памятник отлит на средства Фукса, Шишкина и Кернеса. Памятник казаку был доставлен в Харьков в разобранном виде. Монтаж и установка проводились на месте российскими специалистами, которые и установили монумент на проспекте Науки в Харькове. Для его установки в грунт были забиты 13-метровые сваи, на которых казак и держится. Монтаж проводился с 12 по 20 августа 2004 года, так сказать, в ограниченные сроки, чтобы успеть к празднованию юбилея. Торжественное открытие состоялось 22 августа 2004 года. В торжествах приняли участие харьковский городской голова, в то время Владимир Шумилкин, и глава Харьковской областной государственной администрации Евгений Кушнарев. В подножие монумента заложили капсулу с посланием для будущих поколений харьковчан. Памятник казаку Харько – это первый в городе конный монумент. На гранитном постаменте возвышается 4-метровое изваяние всадника, развернувшегося в свободном движении. Всадник символизирует защиту города. Интересно, что казак одет в стрелецкую форму.
Он как бы въезжает в город с северного направления. Однако мало кто сейчас знает, что памятник основателям Харькова, установленный в честь 350-летия города, мог бы выглядеть совершенно иначе. Ведь более 21 года назад первую премию на конкурсе получил совсем другой проект. Монумент представлял из себя массивную арку и был создан авторским коллективом. Архитекторы Богданович и Шкадовский, скульпторы Бетлеемский и Бетлеемская при участии Глазко, Курасова и Белоусова. Арка символизировала ворота в новую жизнь для тех, кто пришел на мирные земли Слобожанщины. В монументе авторами закладывался глубочайший символизм. Например, Георгий Победоносец, победу над злом, женщина с ребенком, материнство, любовь, начало новой жизни. Бандурист – певец истории. На 6 рельефах в верхней части планировалось изобразить важнейшие события, произошедшие в нашем городе. Боковые же части арки планировалось украсить изображениями великих харьковчан. В силу ряда причин проект, к большому сожалению, так и не был реализован. Эксклюзивные материалы от Феликса Бетлеемского. Ну а этот памятник Харько, одним он нравится, другим нет. Сколько людей, столько и мнений. Например, один пользователь Харькофорума и вовсе разозлился. Вот что он опубликовал в сети. «Меня в нем все раздражает. И одежда, и вооружение. Но самое главное, его непонятной национальности рожа. Памятник сделали по почтовой марке 19 века. Гениально!» – возмущается он. Другой юзер ему поддакивает. «Где-то я слышал или читал, что изначально это был памятник какому-то татарину или буряту. Но в тех краях чего-то не сложилось, и его переделали для нас», – написал он. Третий пользователь указывает на якобы неточности в одежде и лошади. Вот что он пишет. Форма литовского воина. Подарили кобылу, а казаки не ездили на кобылах. Казаки не заплетали гриву коням и не стригли хвост. Пользователи в массе своей тогда были довольны казаком Харько. Они в прах и в пух разбили форму литовского воина, казаки в 17 веке одевались очень похоже. Конь на марше просто обязан выглядеть красиво. Отсюда и заплетенная грива. И самое главное, лук и пика относились к парадному оружию. Если допустить, что казака слепили во время условного марша, то все становится на свои места. В 2019 году рядом с памятником было зафиксировано превышение радиационного фона. Согласно замерам, производимым экспертом Владимиром Кожановым, уровень радиации непосредственно у постамента вдвое превышал норму, однако на расстоянии 5 метров от памятника уровень был совершенно безопасный. При этом эксперт пояснил, что гранит, добываемый из недр Земли, зачастую слабо или сильно радиоактивен. После установки памятника основателям Харькова в 2004 году проспект Науки, оказавшийся за спиной всадника, среди харьковчан стали называть «под хвост коню». Комментируя эту народную шутку, действующий тогда мэр города Владимир Шумилкин заметил, что как бы не сориентировали коня, что-нибудь бы под хвост все равно отправили, добавив: «Я думаю, что это то, что нас будет отличать от других. У нас есть свой конь, свой хвост и свой проспект, и своя ориентация хвоста и проспекта». Этот памятник пережил и реконструкцию в 2012 году. Тогда реставрировали постамент. В 2022 году памятник мифическому казаку Харько защитили от обстрелов. Его обложили мешками с песком, а в 2025 году его повторно укрепили. Дополнительная защита поможет снизить риск повреждений во время возможных обстрелов.
Расположили памятник на том месте, которое в 17-18 веках не входило в черту города Харькова. До установки памятника жители Харькова строили недвусмысленные догадки о том, как именно его развернуть – спиной к Госпрому или же спиной к городу. В результате памятник расположен лицом к Госпрому. Так он и стоит в этом месте все эти годы.